Привет, друзья! В 2018 году Apple представила iPhone XR. Это был первый относительно недорогой смартфон с момента выхода iPhone SE, который довольно быстро стал очень популярным. Но с XR все было не так гладко. Девайс часто критиковали за толстые рамки, одинарную камеру и непонятное позиционирование. Сперва новое устройство было довольно дорогим. Доплатив всего пару сотен долларов, потребитель мог получить полноценный флагман с OLED-экраном и двойной камерой. Однако спустя год девайс подешевел, быстро нашел свою аудиторию и продержался в списке актуальных смартфонов по сей день. Давайте разберемся, стоит ли покупать XR в 2022 году. Подписывайтесь на канал. Поехали! Дизайн. Визуально телефон выглядит почти как последний девайс линейки смартфонов Apple iPhone 13. Здесь есть монобровь, биометрический сенсор Face ID, нет физической кнопки Home, то есть устройство не смотрится так, как будто его выпустили в далеком 2018 году, в отличие, например, от нового, но уже морально древнего iPhone SE 3. Однако картину портят округлые рамки. В 2022 году Apple перешла на новый дизайн, теперь ее гаджеты имеют ровные рамки. Также, если в настоящих флагманах вроде как iPhone 12 Pro и 13 Pro Max используется сталь, то рама XR изготовлена из алюминия, покрытого напылением. Но все мы в основном носим свои смартфоны в чехлах, поэтому это спорный минус. Задняя панель изготовлена из стекла. Это позволяет пополнять энергию с помощью беспроводной зарядки. Однако риск, что аппарат разобьется при падении, конечно же, выше. Но есть и хорошие новости. Стекло меньше царапается, чем металл. IPS-экран имеет диагональ 6,1 дюймов. Это довольно крупная диагональ, комфортная для серфинга в сети и просмотра видео. Но здесь есть компромисс. Современный iPhone этого и прошлого поколений базируется на OLED-матрицах, которые более яркие и контрастные, а также меньше жрут батарею. Из-за этого в том числе XR получил свои знаменитые толстые экранные рамки, которые, справедливости ради, перестаешь замечать через несколько часов после использования девайса, как и монобровь. Важное преимущество iPhone XR перед другими аппаратами бренда – многообразие цветов. Тут есть и строгий черный и белый, как в моем случае, и свежие желтые или голубые, и даже специальные красные цвета. Примерно такая же палитра цветов у более новых iPhone 11, 12 и 13, только цвет корпуса с каждым годом становится все менее насыщенным. Камера. Что первое бросается в глаза, когда видишь актуальные айфоны? Правильно, несколько камер, а в XR она всего лишь одна. Со стороны кажется, что телефон выглядит как обычный бюджетный Android с приветом из 2016 года, но лично для меня это до сих пор не имеет никакого значения. А вот о качестве фотографий сказать стоит. Снимать телефон неплохо, для тех, кто не считает себя фотозадротом, такого уровня будет вполне достаточно. Однако по сравнению с новыми моделями iPhone сразу становится понятно, что качество снимков на XR уже низковатое. Ультраширокая камера расширяла бы творческие возможности, но в этом телефоне ее нет. Также тут фактически отсутствует ночной режим, если только установите какие-нибудь дополнительные программы, но это все костыли. Про автономность. Если говорить об автономности, то здесь я каких-то проблем за все время эксплуатации не заметил. Заряда аккумулятора вполне хватает до вечера. В среднем за день экранное время составляет 7,5 часов. Производительность. Когда телефон только вышел, то летал как ракета Илона Маска в космос. Спустя 2 с небольшим года, признаю, гаджет работает немного медленнее, иногда случаются небольшие лаги, тяжелые игры и приложения запускаются без проблем, но телефон в этом случае быстро перегревается. XR поддерживает iOS 15. Все обновления приходят так же, как и на новых моделях. О прекращении поддержки не переживайте, так как она закончится только ближе к 2025 году. К этому времени вам уже точно надоест этот телефон. Объем памяти. Тут все сугубо индивидуально. Кому-то может не хватить и 512 гигабайт, мне, конечно, недостаточно моих 64 здесь. Но раз взял такой объем, куда деваться? В 2022 году самое оптимальное минимальное количество памяти, чтобы не страдать, я думаю, это 128 гигабайт.
о большой челке. Меня большая челка не раздражает, я ее не замечаю, как и толстые рамки. Она не мешает смотреть ютубчик и фильмы, читать книжки или общаться в мессенджерах. Выглядит ли челка уродской и несовременной, как это принято говорить? Конечно же нет. Выводы. Этим iPhone еще вполне можно пользоваться, однако есть масса вариантов покруче, но на андроиде. Про них я частенько рассказываю на своем канале. Что касается iOS, то если вы не сильно стеснены в средствах и лишние 8-10 тысяч для вас не делают погоды, то смело покупайте следующую модель iPhone 11 на 128 гигабайт. Это будет прям топ выбором. Если же хотите современно выглядевший безрамочный смартфон на iOS, то берите 10R на минималках, тоже не прогадайте. 10R это лучший телефон от Apple, если рассматривать БУ рынок при бюджете начиная от 25 тысяч рублей. За этот ценник можно получить аппарат с запасом на ближайшие пару лет. Если мой обзор о плюсах и минусах вас не отпугнул, то смело покупайте 10R. Напишите в комментариях, как относитесь к iPhone 10R и какой iPhone, по вашему мнению, лучший на момент 2022 года. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мои социальные сети и на группу в Telegram, где я публикую очень выгодные цены с AliExpress. Впереди много интересных обзоров и новостей. Пока-пока.